Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Смотрите, а они растут. Цветонос, еще один цветонос. После такого полива, который я вам показывала у себя на канале, еще один цветонос в копилочку. Я вам показывала уже много орхидей, которые после полива средства для цветения дали цветонос. И вот сегодня, точнее пару дней назад, я обнаружила еще один. У меня эта орхидейка, видите, стоит в ту сторону, вот куда растет цветонос, листик растет к окошку. Я как-то сразу не увидела, а сегодня взялась поливать орхидейки и увидела цветоносик. Так что такой полив, средство для цветения орхидей работает, потому что, сколько я вам уже даже за последнее время показала результатов этого полива. Я вам рассказывала, что в основе любого удобрения лежит азот, фосфор и калий. Азот, фосфор, калий идет в сочетании 4 части, 3 и 3 части. Это такое классическое комплексное удобрение. И вот этот состав, он, наверное, 80% случаев удобрений. Но если нам надо цветение, то орхидеям надо дать именно калий, больше калия. И тогда надо выбирать комплексное удобрение, где идет сочетание азота 4 части, фосфора 6 и калия 6. Особенно обращайте внимание на калий. Калий нужен именно для того, чтобы орхидеи заложили цветочные стрелки. Калий стимулирует рост вот этих вот цветоносов. У меня конкретно вот эти все свои орхидеи, все результаты, которые я вам показываю, я проливала вот всем вот этим вот средством. Монокалий фосфат. Да, здесь, видите, 50% идет фосфора и только 33% калия, но здесь нет азота. От азота растет вот эта вся зеленая листва, рост идет именно листьев. Нам надо цветочная стрелка, поэтому берем фосфор и калий. Чем больше калия, тем лучше. Но я вам показываю конкретно вот это удобрение, которое работает, и результаты вот от этого удобрения, которые у меня есть. Хотя, видите, здесь и фосфора достаточно высокое содержание. Но главное, что здесь большое идет содержание, это именно калия. И калий, видите, все работает, все хорошо, потому что на комплексном удобрении, где очень много азота, был такой момент, когда у меня шикарно растут листья, растут корни, но что-то немножко замедлилось с цветочными стрелками, поэтому пришлось простимулировать. Проливать орхидеи любым содержащим повышенное содержание калия препаратом надо по схеме 3 раза. Будете выбрать вот это средство с калием, либо любое другое, все равно только 3 раза. Первый раз проливаем, когда у орхидеи еще нет цветочной стрелки. Вот эту конкретно орхидею я так и пролила. На данный момент только 1 раз. Это результат от одного полива. 1 раз проливаем, когда нет цветочной стрелки. Но не проливайте в тот момент, когда орхидейка только-только отцвела и ей надо отдохнуть. Лучше в этот момент не стимулировать цветение. Но если видите, что орхидейка отдохнувшая, пора ей зацвести, а она что-то не торопится, то можно стимулировать. Опять же, стимулируем только здоровые растения, не реанимашки, не слабые растения, не детки, а здоровые, хорошие растения, у которых много корней, да, у которых много листвы. Вот этим мы стимулируем. И вот смотрите, первый раз проливаем, когда у орхидеи еще нет стрелки. Второй раз это будем проливать, когда у орхидеи только-только появилась стрелка. Вот сейчас у меня будет второй пролив, я вам все покажу и дозировки, и как проливаю. Вот этот второй момент надо полить, когда только стрелочка появилась и начала расти, чтобы заложить бутоны и помочь росту этой стрелки. А третий раз мы будем поливать, когда уже будет много бутонов и будет готов распуститься первый бутон. Вот до распуска первого бутона нам надо будет пролить эту орхидейку вот следующий 3-й раз. Для полива я сейчас переставляю вот эту орхидейку в глубокую емкость. Как при любом другом поливе, полив я осуществляю одинаково. Все, берем лейку с водой. Воду я прокипятила, остудила, и на данный момент здесь теплая, отфильтрованная, получается, прокипяченная вода. Берем вот это средство. С дозировкой вообще все очень легко. Сколько литров, столько грамм. 1 к 1, легко запоминать. На 1 литр воды мы берем 1 грамм этого препарата. У меня леечка чуть меньше, поэтому я возьму меньше 1 грамма вот этого препарата.
Так, чуть меньше берем. Вот, я взяла уже и перемешиваю, чтобы растворилось. Орхидеи очень хорошо отзываются на полив теплой водой, и удобрения хорошо очень все растворяются в теплой водичке. Поэтому всегда водичку беру теплую и поливаю орхидейки вот этой теплой водичкой. Все, вот этот препарат остается, мы закрываем, и вот в таком сухом виде порошок этот дальше хранится. Что касается готового препарата, который мы уже приготовили, он не хранится. Он теряет свои свойства, поэтому готовим ровно столько, сколько нам надо для полива, на то количество орхидей, которые у вас есть. И дальше вот таким образом по краю горшка я проливаю вот эту орхидейку. Так, сверху мух немножечко мешает, ну ничего страшного. Вот таким образом заполняю. Обычно я проливаю орхидею и оставляю стоять в миске вот с этим удобрением где-то примерно на 10-15 минут, больше я не оставляю. Этого времени оказывается достаточно. Тем более я уже много раз рассказывала сейчас про свой зимний ленивый полив, как я сейчас поливаю орхидеи. Рассказывать на 100 раз уже не буду, просто оставлю ссылочку в описании под видео. Ну вот орхидейки, это нравится, я вижу результат, поэтому продолжаю пользоваться и таким поливом, и для цветения вот этим удобрением. Далее, смотрите, орхидея стоит, она питается за счет того, что я пролила по краю горшка сверху, видите, кора сверху, вот этот мох сверху, это все увлажнилось, потому что если только через нижний полив наливать снизу, корни эти, да, они натянут влагу, но надо будет намного больше времени, нежели 10-15 минут, как я оставляю. Если внизу, и чтобы все это тянуло наверх влагу, ну, тогда я не знаю, сколько орхидейки будут стоять, но что полчаса минимум, так это точно. Так, все, оставляю орхидеи на 15 минут. У кого есть время, есть в этом надобность, в это время можно протереть листья, вот как я обычно делаю. Я достаю орхидеи с окна, с пола только раз в 2 недели, не чаще. Поэтому обычно за этот период листья, появляется на листьях уже пыль, ее надо протереть. Если есть необходимость, то если теряют орхидеи тургор, тогда можно еще и опрыскивать орхидеи. Все поливы, все эти процедуры мы проводим обязательно с утра, чтобы был свет, чтобы корни тянули влагу, корни питались, потому что ночью мы выключаем свет, если особенно нет досветок, и орхидеи будут стоять просто во влаге. Вот эту влагу с коры корни тянуть не будут, если вы оставите в темном помещении. Поэтому все поливы, манипуляции с орхидеями мы проводим с утра. Есть иногда исключения, это то, что касается там борьбы с вредителями, некоторые препараты работают лучше в темноте, но это скорее исключение и касается отдельных случаев. Общее правило, то, что все поливы, все обработки мы проводим именно утром. Прошло 15 минут, смотрите, грунт очень-очень хорошо увлажнился. Вынимаем с любой глубокой емкости вот таким образом и возвращаю в кашпо на мокрые пяточки, где у меня орхидейка постоянно стоит. Она у меня сейчас стоит на подоконнике, где есть досветка. То есть и достаточно света этой орхидейки также будет. Все, вот таким образом я оставляю орхидейку. Ну и третий раз вам покажу, когда буду проливать, когда уже появятся бутоны. Кроме того, вот это средство, оно способствует тому, чтобы закладывалось большее количество бутонов и тому, чтобы бутончики, сами цветы дольше цвели. Тут также написано, что и для листьев помогает, видите, ржавые пятна на листьях. Скажу так, этого эффекта я не заметила просто или нет, или не появляется у меня это хорошо. Ничего не могу сказать. Точно то, что я вижу, это то, что растут цветоносы, но от калия они и должны расти. Всем, кому было полезно это видео, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!